Привет, мои дорогие! Сегодня новости выходного дня. Долго, знаете, складывал название этого видео. И хочу сказать, что я не люблю кричащие названия, там такие, чтобы привлекали, знаете, иногда сам клюю на какие-то громкие названия, потом, когда начинаешь смотреть материал, а там даже близко с этим не связано. Поэтому с названием всегда трудно. Мне бы хотелось просто называть там новости выходного дня и так далее. Но я понимаю, что люди не хотят смотреть, они хотят понимать, что там непосредственно в новостях. Поставки американского оружия союзникам по НАТО для Украины приостановлены. Так что, дорогие мои, это Axios написала в своей. Сегодня речь пойдет больше о наступлении российской армии в сторону Запорожья, потому что очень хитрый маневр был сделан. Я не знаю, это было сделано специально так для того, чтобы пойти в ту сторону, либо это так получилось. Ну, большая аналитическая статья по этому поводу, так что, дорогие мои, будет интересно, на самом деле, прочитать ту аналитику как раз непосредственно от Military Republic украинского, который непосредственно анализирует это все из, ну, я поубирал там слова враг и все такое, ну, для того, чтобы не резало ухо, но все же. Поехали, с южно-слобожанского направления начнем. Обстановка для ВСУ стремительно там ухудшается. Речь идет о ситуации в районе Волчанска. Российские силы закрепились на восточных подступах к городу и продолжают продвижение. Штурмовые подразделения России пересекли реку Волчью, вытеснив украинские части с позиции у городского стадиона рубежа, который долгое время оставался стабильным со времен боев за агрегатный завод. Теперь линия фронта заметно сдвинулась, и центр Волчанска фактически оказался под угрозой захвата. На южных окраинах города российские войска ведут наступление в частном секторе, создавая угрозу формирования огневого мешка для украинских подразделений, зажатых между стадионом и южными кварталами. Фронт постепенно смещается в сторону микрорайона Заводы-2, последнего крупного укрепрайона ВСУ в разрушенном Волчанске, где уже идут ожесточенные уличные бои. Там, на самом деле, еще помимо этого рассказывается, насколько сейчас ситуация непосредственно у Украины в плане обороны. Сколько у них там сил и так далее. На самом деле, знаете, Украина постоянно говорила, такой хороший нарратив для них был, да, всегда, что мы типа утилизируем, находим места, где мы утилизируем российскую армию. А при этом не говорят о том, как они стираются. Да, ну вот мы слышали буквально, там я недавно вам говорил, больше 21 тысячи СЗЧ за один месяц. То есть в каждые 2 минуты убегает кто-то один. Это доказано, и об этом также знают все. Ну, я имею в виду и западные СМИ. Так что я бы назвал, знаете, вот это вот, как они называют, уничтожение силы, да, как перемалывание и все остальное. Скорее, знаете, когда вот об наждачку головой кто-то трется и рассказывает, что он стирает наждачку. Ну, вот как мне кажется. В Кремле заявили, что Россия не готовит ядерные испытания. Дмитрий Песков отметил, что Путин не отдавал распоряжение о подготовке ядерных испытаний. Это к чему? К тому, что там вчера на Новой Земле летал самолет. Вот. Подчеркнув, что прежде всего нужно оценить их целесообразность, он добавил, что Россия продолжает придерживаться моратория на ядерные испытания. Но если другие страны, например США, примут решение провести испытания, то Москва будет вынуждена сохранять паритет. Также Песков отметил, что Россия и Китай не проводят ядерных испытаний. Напомним, что недавно Трамп заявил о намерении США немедленно возобновить ядерные испытания. После этого к Путину обратился министр обороны Белоусов с предложением начать подготовку ядерных испытаний. Путин поручил изучить этот вопрос, но заявил, что Россия может возобновить испытания только в случае, если это сделает США. Есть радостная новость, непосредственно то, что касается по Запорожской, ее подключили к резервному питанию. То есть там в этом районе работают какие-то, можно сказать, локальные перемирия, но нету угрозы, да, там, ну, как бы МАГАТЭ считает, что это их победа, комары кусают, извините. Вот, и что это их победа, ну и хорошо, слава богу, не будет никакого там прецедента, я имею в виду,
Хотя говорят, что это там не Запорожская, ой, не, я имею в виду не Чернобыльская, там все стоит куда защищенней. Но в любом случае, чтобы ничего вообще плохого не было. Поехали. Российские ракеты теперь нацелены на атомную инфраструктуру Украины, сообщает Financial Times. Я вам сейчас прочитаю, а потом мы разложим это. Что это такое? Понятно, что Times начинает разгонять какую-то там, как говорится, зраду, да, для европейцев. Вот, Россия, там, ракеты, туда-сюда и так далее. В издании приводят примеры ракетной атаки 8 ноября, утверждая, что Россия атаковала подстанции. Я подчеркну, подстанции, обеспечивающие работу Хмельницкой и Ровенской. Давайте на них как раз и заостримся. Там есть южноукраинская, всего 5. Да? Ну, Запорожскую отнимаем и отнимаем Чернобыльскую. Вот. Оставляем только 3 действующие. Да? Это южноукраинская, запорожская и... Ой, не запорожская, а Ровенская и Хмельницкая. Поехали дальше. Также издание цитирует заявление министра иностранных дел Сибиги. Господи, издание... FT, пожалуйста, Сибигу, проходите мимо, я вас прошу. Это человек, на котором просто стерто резинкой там какая-то умная мысль на лице, можно так сказать. Ну, вообще, что-то похожее на интеллект, там просто стерто все. Ну, куда, кому вы идете? Посмотрите, кто в политику вообще Украины, да и всего мира. Ну, это же просто какая-то клоунада. Просто вот я сегодня статью Столтенберга почитаю, мне кажется, что это последний из, вот именно из западных дипломатов. Ну, не осталось никого, ну, просто не осталось. Сорос всех везде подменил. Просто, это же как была Меркель, да, был там Оланд, были еще там другие какие-то президенты, которые собирались там, вроде как-то все какая-то дипломатия была, никто не сражался, никто не воевал. Все, поколение одно уходит, его заменяют поколениями Сороса. Сибига, господи, откуда взяли эту морду? Там вот, я же говорю, ластиком там стерто вообще что-то, ну я не знаю, что-то, что показывает какой-то разум на этом лице. Они берут у них, потому что он под громким заголовком министр иностранных дел. Это ужас просто. Который призвал к срочному заседанию МАГАТЭ и обратился к ядерным державам, включая Китай и Индию, с требованием повлиять на Россию. Особенно Индия будет влиять на Россию. После того, как она прокинула Россию, она будет влиять. Стоит отметить, что удары по подстанциям, обеспечивающие работу АЭС, являются одним из самых опасных сценариев для украинской энергосистемы. Абсолютно не так. Я вам расскажу сейчас более подробностей. АЭС обеспечивают значительную часть электроэнергии в стране. Если подстанция, через которую электричество распространяется, будет длительное время выведена из строя, то энергоблоки АЭС придется остановить, что приведет к огромному дефициту электроэнергии в Украине. В таком случае такие источники генерации, как ТЭЦ и ГЭС, а также импорт из Европы не смогут покрыть потребности. Полный блокаут может стать реальной угрозой для страны. Теперь, дорогие мои, давайте сейчас просто обратим на одну вещь внимание. У нас южноукраинская ТЭЦ запитывала там Николаев, да, запитывала Одесскую область полностью всю и Молдавию. Сейчас вот понятно, что я одессит, и очень многие... Одесситы мне пишут, да, по состоянию. Также я подписан на все паблики одесские, где я вижу, что там свет отключается, у некоторых там по 12 часов нет света. В Молдавии свет есть. Вот задайте вопрос, откуда он в Молдавии, этот свет, если у южноукраинской там подбивают это все. Понятно, что Россия бы его отбивала, этот свет. Вот в Молдавию следующий этап ждет как раз тоже отключение электричества. И вот это как раз работа Ровенской и Хмельницкой АЭС. То есть... Мы все прекрасно понимаем, что Молдавию не зря удерживали там французы вместе с Урсулой фон дер Ляйен, Еврокомиссией, и Румынию. Понимаете, Румыния доминирует над Молдавией, да, и это один такой огромный хаб, где находится производство. Еще давно вытекала информация от румын, что окей, мы будем у себя производство там делать, ну, там работаете, там украинцы работают, и также в Молдавии, только запитывайте вы ее сами. Мы не будем свое электричество туда тратить, потому что там нужны огромные мощности, там, и, ну, как бы это даст по дефициту, и, соответственно, мы получим после этого дефицита и
другие проблемы. Поэтому запитывайте, грубо говоря, сами. Окей, они начали запитывать Молдавию от южноукраинской, потом южноукраинскую подбили, и они туда так как не долетало. Ну, не то, что не долетало, никто не задавался этой целью, потому что был такой, знаете, внегласный мораторий, не бить по энерго и всем остальным, да, то есть там, где у нас чувствительные вещи там для людей и всех остальных. Так вот, продолжаем дальше. А Румынию вместе с Молдовой запитали как раз та же Хмельницкая и Ровенский АЭС. И в Украине еще, особенно в Одессе, люди жаловались, да, что в Одессе света нет, но Ахметов, падла, ведет ЛЭПы прямо на Румынию. Мы не можем, одесситы, видеть, да, какие линии он там ведет на Молдавию, потому что они могут это со стороны как раз Хмельницкой делать. Это самое близкое подключение. Но следующим этапом как раз, вот и сейчас он дорабатывается, да, то есть они там рассказывают, что у них электричество в этом регионе, в западном, идет в профиците. И вот Россия как раз вот, и вот этот экономический успех за счет своего же гражданина, который сбежал из тех районов, которых сейчас находятся под боевыми действиями, да, для того, чтобы спасти свою жизнь, да, потому что на российскую сторону есть даже кадры, где там две стороны гоняют в разные стороны, говорят, это ваши операторы дронов убили, а другие говорят, это ваши. То есть семья, там отец и сын хотели вместе с собакой, хотели перейти туда на сторону России. И это как российская сторона рассказывает. А украинский оператор дрона взял их и убил. И потом и женщину. То есть вот дронами и убили их, FPV. И для того, чтобы не попасть под вот эти дроны, понимаете, ему уже без разницы тому человеку, который видит перед собой дрон. Это украинский дрон или российский дрон. Ему без разницы, ему жить хочется этому человеку. Поэтому, конечно, он выбирает и убегает куда-то в ту сторону, где есть жизнь. А там за счет него как раз и поднимается экономика. Ну так вот, как раз вот эту экономику и притормозят те две атомные электростанции, да, которых там заглушат. Но основная эта цель не отключить там Львовскую область и все остальное. Основная цель отключить электричество на тех производствах, которые находятся в Молдавии и в Румынии, дорогие мои. Вот какая основная цель этого всего. Так что то, что делает Сибига подменяет понятие. Когда они говорят о том, что все это Россия бьет, и теперь у нас будет какая-то там гуманитарная криза, да, ну типа у людей не будет света, люди будут мерзнуть. Он лжет, потому что вот то электричество, которое там вырабатывается, по большей части уходит как раз на производство в эти два хаба. Понятно, что Россия не может бомбить Молдавию, Россия не может, ну пока там она не дотронется до Приднестровья, грубо говоря, не может бомбить ту же Румынию, но они могут им перебить электричество для того, чтобы они не остановили это производство дронов там или чего-то еще, бэков и так далее. Границы Молдавии хорошо врезаны в украинский, да, ну там большой кусок Приднестровья, но в любом случае там от Винницкой области и понеслись туда аж до Черновецкой. И плюс еще вся Бессарабия, которая идет от Паланки, тоже вся, без рек, без ничего, пожалуйста, там завози. Но вопрос Бессарабии решается очень быстро. Мост в Маяках перебивается просто в секунду. И мост на Затоке перебивается также в секунду. Но они там пока еще стоят. Так что вопрос, то, что сейчас там говорят, вот это рыло свиное Сибига рассказывает в МАГАТЭ, это вопрос не о людях, потому что им насрать. А это вопрос о том, что, знаете, вот сегодня Анджелина Джоли, я вам сейчас покажу, да, ее статью, написала, почему в мире не осталось дипломатии. Ну, типа, люди не могут при такой сильной дипломатии, люди не могут дипломатически договориться прекратить войну. Да потому что нет дипломатов. Нету. Сорос всех подменил. Просто всех. Посмотрите, что это за люди, откуда вы. Этот клоун сбежал там со сцены, бегает, там этих Сибиг понабирал и все остальное. Которые про людей они вообще не думают. Они все время подменяют понятия. Поэтому и удивление какое может быть по этому поводу. Поехали по поводу Джоли. То, что она сегодня в своем инстаграме выложила большой пост. Вот сейчас вот солнце бьет, вы видите, такая пелена.
Стоит солнце, бьет сбоку под этим градусом. Окей, я думаю, мы все переживем. Сейчас какое-то облако, хотя там нет никакого облака. Поехали. Анджелина Джоли написала пост по итогам поездки в Украину, в ходе которой в ТЦК забрали ее водителя. Она вообще про это ничего не написала. Трудно понять, как в мире с таким потенциалом дипломатии гражданские в Украине, Судане, Газе, Йемене, в Конго и во многих других местах продолжают ежедневно страдать. Словно те, кто у власти, ничего не могут сделать, чтобы прекратить эти конфликты и защищать всех мирных жителей одинаково. Ну и вот и ответ вам на вопрос. Если бы там были дипломаты, тогда можно было бы все дипломатически. Ну, пожалуйста, у нас же были дипломаты, я же вам сказал, предыдущее поколение, в том числе и Столтенберг. Когда он там сегодня написал статью о том, что его зеленка из бункера просил закрыть небо, чтобы НАТО закрыло. Он говорит: нет, дорогой, мы не будем закрывать, потому что это шаг к Третьей мировой, так что ты от нас этого не жди. Ну, и он там расписал, как это все было. Но сам факт, что какой-то клоун со сцены, назвавший себя там президентом, обманувший целую нацию, которая выбирала его, чтобы только, внимание, чтобы только избавиться от Порошенко. Это не выбор был именно этой кандидатуры. Не было выбора. То есть, если бы поставили против Порошенко стул, вся Украина бы проголосовала за стул. И как раз этим и воспользовался и Кучма, да, и Сорос. То есть они все вместе это делали, дорогие мои. Поехали дальше. Вот так вот это жизнь без дипломатов. Ну, я хочу радостную новость всем сказать, что китайские ученые нашли способ, как увеличить жизнь до 150 лет. И это станет, этот способ, через несколько лет. Только главное, зеленки не давать это, чтобы оно не дожило. В Китае нашли лабораторию, которая уже создала таблетки долголетия, пишет Нью-Йорк Таймс. В основе препарата используется соединение из экстракта виноградных косточек. Сейчас зеленый побежит грызть все косточки, экстракции делать. Исследования показали, что препарат увеличивает продолжительность жизни мышей на 9,4% и на 64% продлевает их жизнь с момента начала лечения. Лечение от чего? От короткой жизни? Какой смысл жить эту жизнь, если в любой момент, вот давайте так, какой-нибудь украинский мужчина купил себе этот препарат, чтобы продлить свою жизнь, да, до 150 лет. Наелся этих таблеток, вышел в магазин, его там приняли, бусификнули, выкинули и все. И давай до свидания. Поехали дальше. Поставки американского оружия союзникам по НАТО для Украины приостановлены из-за шутдауна в США. Это Аксиос со ссылкой на источники в Госдепартаменте. Дорогие мои, я сейчас быстренько прикрою камеру, линзу, да, чтобы солнце не тушило нам картинку. Поехали дальше. Приостановка коснулась поставок такого оружия, как ракеты АМР-АМ и боевые системы Aegis и также Хаймарсов. Ну, какая, как говорится, нам разница. Тут я хочу прочитать такую, знаете, смешную новость. Она такая действительно смешная. В Бельгии после того, как увидели дроны, читаю дальше. Военные силы и техника Великобритании направляются в Бельгию, чтобы помочь ей укрепить оборону после нарушения ее воздушного пространства дронами, в которых подозревает Россию. Если кто-то откроет карту и посмотрит, где находится Бельгия, где находится Россия, это же вообще, какие танки? Кого вы туда защищать едете? Я что-то не понимаю. Или они таким способом пытаются у бельгийцев отжать вот эти 140 миллиардов? Что-то вообще непонятно. Бриты что-то придумывают прямо на ходу, дорогие мои. Так, ну вот и аналитический срез по происходящему в районе Запорожской области, я имею в виду, как раз от украинского Military Public. Российская армия заняла Успеновку на запорожском направлении, что открывает фланг для дальнейшего наступления. Это
продвижение может оказаться более значимым для России, чем взятие Покровска. Об этом уже говорят некоторые украинские спикеры, включая Безуглую. Россияне прорываются в сторону Запорожья, обходя линию обороны юга через Днепропетровскую область, пока силы Украины сосредоточены под Покровском. На деле причина не в отвлечении, а в том, что соотношение сил изменилось. Россияне теперь могут вести наступление сразу же несколькими группировками. В районе Запорожья сформированная линия инженерно-фортификационных сооружений. К западу находится само Запорожье, южнее Гуляйполе, севернее Покровское. Покровское, внимание, не Покровск. Новые укрепления, возведенные Украиной за последние месяцы, представлены в ограниченном количестве, что делает участок у Успеновки уязвимым. Российская группировка «Восток» приблизилась к относительно неукрепленной и слабо урбанизированной части области, где единственным серьезным препятствием остается Гуляйполе. Для Украины возможен альтернативный маршрут обороны через Покровское, однако Гуляйполе остается критической точкой. Город фактически рискует оказаться в окружении. С юга фронт держится с начала войны, а теперь россияне получили возможность подойти к северо-востоку и востоку, что резко осложняет снабжение по дорогам вдоль реки. Последний значимый путь на Залезничное находится всего в 7 километрах от линии боев и уже не обеспечивает устойчивую логистику. В результате Гуляйполе может вскоре оказаться в огневом мешке, а Успеновка была последним крупным узлом обороны на этом направлении. После взятия Гуляйполя для россиян открывается путь в тыл Орехову через южную линию укрепления украинских сил по открытому участку, где можно продвинуться вдоль укрепрайонов, не штурмуя их с фронта. Ключевые узлы обороны на южном участке агломерации Каменского и Степногорска, Орехов и Гуляйполя первым из этих районов уже находится в сложном положении, а за Степногорск идут локальные бои. Ситуация осложняет и то, что с 22 года этот участок фронта считался второстепенный. Здесь не велись активные боевые действия, поэтому оборону удерживают ослабленные подразделения части территориальной обороны, но это имеется в виду ТРО, и поздние бригады 140 и 150 серии, из которых там часто бегут СЗЧ, что дополнительно снижает устойчивость линий. То есть мы можем взять это как... давайте еще раз вернемся к Анджелине Джоли. Если у нас в мире не присутствует никакой дипломатии, то все, что будет происходить, оно, я имею в виду к пути миру, да, и как они заявляют, это мир через силу, то оно будет происходить, конечно же, через поле боя. По-другому никак. То есть, если не работает дипломатия, то работают пушки. Как мы знаем, что дипломатия намного сильнее пушек. Намного сильнее. Не санкции какие-то, не какие-то громкие заявления, не тем более оружие. Оружие сразу же, применение оружия оголяет другое оружие. Поэтому в отсутствии дипломатии мы получаем войны. А для того, чтобы были войны, надо заменить всех тех, кто действительно относился к дипломатии и обладал силой дипломатии, на просто каких-то, я не знаю, просто на какое-то дерьмо, и все. И от этого начинает страдать мир. Дипломатия на самом деле это очень сильное оружие. Мы это все прекрасно знаем, это все прекрасно видим. Дорогие мои, поехали. У нас тут вообще просто Украина, впереди планеты все. Бомж! Что же гражданин Украины? Бездомный он или нет, это гражданин. Отсутствие места жительства не является основанием для освобождения от мобилизации, дорогие мои. Давайте откажемся от слова бездомный. У нас есть только граждане, представитель Киевского областного ТЦК Байдалюк. Можем мы не комментировать, вы и так все прекрасно понимаете. И словацкий премьер сегодня Фицо делал заявление, что не согласится на использование замороженных российских активов для выдачи репарационного кредита. Он тоже очень хорошую вещь сказал. Вот у нас Орбан еще относится к дипломатии, да, Фицо относится к дипломатии. Сейчас вот этот вот Бабиш, да, который победил в Чехии. Сейчас вот эта троица соединится. Был и четвертый. Это президент Румынии, которого там отжали, да, у него все. Была дипломатия там. Ее просто стерли, вот и все. То есть ее быстренько подменили. По мнению Фицо, выдача такого кредита в 140 миллиардов евро будет означать затягивание войны. И вот это суть
причины, по которой он не хочет выдавать это. Мы хотим закончить войну или подогреем ее? Мы собираемся предоставить Украине 140 миллиардов евро, чтобы война продолжалась. Что это значит? Что война продлится еще как минимум на 2 года, заявляет Фиц. О каком перемирии тогда все говорят, особенно Трамп? Знаете, я не то что запутался в Трампе, я понимаю, что он подыгрывает Зеленскому по-всякому. По-всякому разному, можно так сказать. И он какое-то время работал медиатором для России, успокаивая Россию и говоря о том, что вот они идут на мир, что вот мы там встречи и все остальное. А в конечном итоге он просто открыл свое лицо, и мы все видим, кто это такой по итогу. Но хочу сказать, слава богу, что Россия не повелась на его вот эти вот все медитационные вещи, да, которыми он пытался успокоить. Поехали. У нас российская армия заняла Рыбное Запорожской области, важный последний укрепрайон для ВСУ. Ну, я уже об этом читал. Ну и, конечно же, хочется вам и Столтенберга прочитать. Сейчас я быстренько еще такую аналитику от Лаврова непосредственно. У США возникли трудности с Зеленским по поводу остановки войны, заявил глава МИД Лавров. Знаете, все отсылы, которые идут от дипломатов с российской стороны, они, знаете, они не могут говорить прямо, ну, как учат в дипломатии, да, мы не можем прямо там кого-то в чем-то обвинять, мы должны мягко обходить углы, срезать эти углы, да, для того, чтобы, ну, это дипломатия. И вот эти все вещи надо расшифровывать, да, то есть не трудности с Зеленским возникли, а совсем другие вещи возникли. Американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности. Видите, как мы углы срезаем. Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путем и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию. То есть окончательно стать частью партии войны. Партии, сказал Лавров. По его словам, сейчас Россия ждет от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе. Лавров уточнил, что эти взаимопонимания базируются на заявлениях Путина, сделанных в июне 2024 года, когда он в качестве условий остановки огня потребовал вывода ВСУ из 4 украинских областей, а также предложениях, которые незадолго до Анкориджа передал нам спецпредставитель Уитков. Напомним, что по данным СМИ, Путин в Анкоридже согласился снизить свои требования и пойти на остановку огня после вывода ВСУ только из Донецкой области. Из Москвы неоднократно звучали намеки, что на встрече в Анкоридже Трамп согласился с предложением Путина и пообещал надавить на Зеленского, чтобы он их принял. Однако так этого и не сделал. А позже вернулся к призывам остановить войну по линии фронта, что по версии России противоречит доступным на встрече в Анкоридже договоренностям. В Вашингтоне этого официально не подтверждали, но СМИ сообщили, что Трамп и Уитков давили на Зеленского, чтобы тот вывел войска со всего Донбасса. Как-то непонятно. Давили и не додавили, да, дорогие мои? Окей, поехали. Последний из магикан, да, грубо говоря, из дипломатов. Это Столтенберг, бывший генсек НАТО. Мы не будем рисковать Третьей мировой войной из-за Украины. Это он рассказывал какому-то из изданий, дорогие мои. Я понимаю, ну вот, что он ответил Зеленскому. Отказы, когда тот ему из бункера звонил и говорил: давай, закрывай нам небо. Все помнят, все украинцы помнят. НАТО, закройте нам небо, все это помнят. Я понимаю, почему вы об этом просите, но этого не произойдет, потому что если НАТО собирается закрыть воздушное пространство Украины, то первое, что мы должны сделать, это уничтожить российские системы ПВО в Беларуси и России, потому что мы не можем залетать через воздушное пространство Украины с российскими ракетами ПВО, нацеленными на самолеты НАТО. И если в воздухе есть российский самолет или вертолет, мы должны его сбить. И тогда мы находимся в состоянии полномасштабной войны между НАТО и Россией. А это уже ядерка. А мы этого не хотим делать. Как выразился Байден, который в то время был президентом, мы не будем рисковать Третьей мировой войной из-за Украины. Передал суть своего ответа Зеленскому Столтенберг. Ну,
как я и говорил, последний из дипломатов. Ну и закончим эти новости тем, что ЕС приступает к подготовке 20-го пакета санкций против России и Беларуси. Это все, знаете, как вам сказать, отвлечение от самой большой проблемы, которая есть сейчас, которая находится на Покровске и Купинске. А сейчас открывается еще и третья проблема. Это в Запорожской области, дорогие мои. Так что сегодня Зеленский там выписал кучу санкций на Дмитриева, который, ну, российский представитель, который летает в Штаты, и еще на кучу всех, и на того же Тупицкого, это враг номер один для Зеленского. Ну и просто отвлекают внимание очень сильно. Бусификация идет сейчас очень сильно, очень много в последнее время кадров. Мы даже не можем столько обработать. И я еще одну вещь на что хочу обратить внимание, на вбросы. Вбросы тоже не останавливаются. То есть обе стороны причем это делают. И нужно замечать. Вот я сейчас там видел, поширивается, как говорится, да, информация по поводу того, что Одессу сейчас приказали всю мобилизировать. Посмотрите внимательно на это видео, вы увидите постановку. Вот просто посмотрите внимательно от А до Я. Вот. Там есть много вещей, которые сразу же режут. Ну, если вы человек, который опытный, можете рассмотреть, а не просто хаваете, рот открыли, что туда кинули, а именно опытный, то вы заметите много вещей. Там много пауз, много каких-то непонятных вещей. Если, скажу первое, что вы заметите, если ТЦК кого-то кинули в бус, они даже с незакрытыми дверями стартуют. Сразу же стартуют. У них такая задача. Закинуть быстренько. А там они закинули, закрыли дверь и ждали, пока подойдет эта женщина, которая не снимает лица. Хотя мы все прекрасно знаем, что делают люди. В первую очередь они снимают лица этих ТЦКшников для того, чтобы их после войны опознать и привлечь их к уголовной ответственности. Ну или к суду Линча. Одно из двух. Поэтому, дорогие мои, куча всяких вещей, которые нужно распознавать как вбросы. Хочу также, вот мы общаемся там с подписчиками, для чего это делается. Ну вот вопрос основной, для чего это делается. Ну, есть некоторые там люди, которые любят там на этих вбросах там что-то похайпиться, и либо какие-то массы возмутить, либо еще что-то сделать. Поэтому каждый вброс имеет какую-то цель. Главное не вестись на эти вбросы. Потому что вот эта вот перекидка, да, убили этих 3 людей, но вот чьи операторы дронов убили? И вот начинается перекидка. Там Украина заявляет, что это российские там операторы БПЛА, а российские заявляют, что это украинские. И вот тут действительно нужно тоже отличать и глаза разуть. Поэтому я это не брал во внимание, потому что там спорный вопрос. Люди погибли, украинцы погибли. А чья сторона, то это непонятно, понимаете? Вообще непонятно. Вот. И также вот эти вот вбросы, то, что по поводу Одессы, их надо отличать. Там очень, знаете, вот просто мне как его скинули, я просто посмотрел и такой, да это же вброс, это же постанова чистой воды. Присмотрите сами и поймете, там очень большие паузы, которые... плохие актеры, я так скажу, непрофессиональные. Окей, дорогие мои, подписываемся, кто не подписан, и я вас всех обнял.